Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим рецептом классических бельгийских вафель. Вафли получаются очень вкусные, сдобные и по вкусу напоминают кулич. Для приготовления нам понадобится 250 мл теплого молока, пакетик дрожжей. Немного все перемешаем. Теперь я добавлю 6 столовых ложек сахара и половину столовой ложки корицы. Перемешиваем. Добавляем щедрую щепотку соли и снова перемешиваем. Добавляем 2 яйца и снова перемешиваем. Теперь добавляем 2 чайные ложки ванилина и снова перемешиваем. Муку я буду добавлять в несколько заходов из общего количества. Общее количество муки 560 грамм. По этому рецепту я делаю обычно 12 вафель. Вафли получаются достаточно крупные, каждая из них весом около 110-115 грамм. Продолжаем добавлять муку и домешивать тесто. Процесс замешивания теста занимает какое-то время, поэтому если у вас есть планетарный миксер, конечно, лучше воспользоваться им, но можно сделать и руками. Как только жидкости более-менее соединились с мукой, я начинаю добавлять размягченное сливочное масло. Общее количество сливочного масла у меня 280 грамм. Все ингредиенты очень хорошо соединились, посмотрите, какое мягкое получается тесто. Теперь мы добавим стакан жемчужного сахара, у меня это 140 грамм. Что делать, если жемчужного сахара нет? Можно взять просто обычный сахар, те же самые 140 грамм, и добавить их в молоко в самом начале, когда начали делать тесто. Тесто получается очень мягкое, податливое. Мы сформируем сейчас из него колобок и отправим на расстойку на 2-3 часа. Я обычно отправляю в духовку с включенной лампочкой. Тесто хорошо поднялось, посмотрите, какое оно воздушное, мягкое, оно совершенно не липнет к рукам. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Я даже в этот раз не присыпала мукой стол. Это тесто совершенно не липнет, оно хорошо формируется, в этом просто нет необходимости. Я люблю поделить тесто сначала пополам, сделать такие колбаски, и потом каждую колбаску разделить на 6 частей. Так шарики получаются ровные, примерно одинакового веса. Скатываем 12 шариков. Смажу форму немного растительным маслом. Хоть тесто и не прилипает совершенно, но после расстойки я хочу максимально аккуратно иметь возможность вынуть эти шарики, чтобы не повредить структуру теста, чтобы наши вафли сохранили их воздушную текстуру. У меня получилось 2 формы, в каждой форме по 6 шариков. Сейчас я их затяну пленкой и отправлю на расстойку примерно еще на час. Второй раз тесто поднимается значительно быстрее. Ставлю нагреваться вафельницу. Температура нагрева должна быть где-то ниже среднего. Дрожжевые вафли пекутся немножко дольше, поэтому лучше их выпекать при более низкой температуре, но зато более длительное время. Послушайте, как трещат. Разве это не звук уюта и домашнего комфорта? Жалко, что я не могу вам передать еще и запах. Пытаюсь снять вафлю, но она очень мягкая и очень горячая. Я вам желаю готовить с любовью. Подписывайтесь на мой канал. Кушать подано.